Добро пожаловать на канал Космотренд. Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, что могло бы произойти, если бы древние египтяне встретили пришельцев? Но не просто мифических богов с небес, а настоящих инопланетных туристов, которые, возможно, решили сделать остановку на Земле где-то между Марсом и Альфа Центавра. Интересно, не правда ли? Сегодня мы окунемся в мир мифов, древних артефактов и теорий, от которых даже Сфинкс бы приподнял бровь, если бы они у него были. Узнаем, что общего у пирамид с космосом, почему египтяне так любили смотреть на звезды. И, конечно же, попробуем понять, куда делись эти самые пришельцы, если они действительно были. Так что устраивайтесь поудобнее, запасайтесь фантазией и, как говорится, пристегните ремни. Мы отправляемся в путешествие между Древним Египтом и далекими звездами. Ну что, поехали? Древний Египет. Земля загадок, богов и невероятных сооружений, которые до сих пор поражают наше воображение. Но есть вопрос, который будоражит многие годы умы исследователей. Могли ли все-таки древние египтяне встретить пришельцев? Сегодня мы погрузимся в мир теорий, которые связывают внеземные цивилизации с одной из величайших культур в истории человечества. Итак, начнем с самого очевидного вопроса – пирамиды. Сложно представить, чтобы древние египтяне, вооруженные только веревками и палками, построили такие гигантские сооружения. Если честно, у меня даже мебель из Икеи получается собрать не с первого раза. Пирамиды Гизы – это настоящее чудо света. Но как они были построены более 4500 лет назад? Сложные инженерные решения, огромные блоки весом в десятки тонн, идеально ровные грани и ориентация на стороны света с минимальной погрешностью. В наше время, даже с современными технологиями воспроизвести подобное было бы невероятно сложно. Некоторые исследователи полагают, что египтянам помогли внеземные существа. Сторонники теории древних астронавтов указывают на то, что пирамиды могли быть чем-то большим, чем просто гробницами. Возможно, это были энергетические сооружения или даже передатчики информации в космос. Задумайтесь, почему все великие пирамиды ориентированы по звездам. Например, пирамида Хеопса соотносится с поясом Ориона. Как думаете, может быть это своеобразное послание другим цивилизациям во Вселенной? Но погодите, пирамиды – это еще цветочки. Если вы думаете, что египтяне просто строили красивые здания и наслаждались закатами, то вы глубоко ошибаетесь. Давайте разберемся, что они рассказывали о своих богах с небес. А может, это не боги, а кто-то другой. Например, пришельцы, которые решили провести отпуск на Земле. Египетские мифы часто упоминают богов, которые пришли с небес. Например, бог солнца Ра, путешествующий на своей небесной ладье. Возможно, эта ладья – символический образ корабля пришельцев. Бог Тот, которого называли владыкой времени и знаний, также описывается как существо, пришедшее с других миров, чтобы передать людям мудрость. Египтяне считали, что их правители, фараоны, являются прямыми потомками богов. А что, если эти боги были внеземными существами, которые решили создать свой эксперимент на Земле? Подумайте. Египтяне оставили множество текстов, в которых описывается их связь с небом. Например, книга мертвых говорит о путешествии души к звездам. Может, это не просто метафоры, а реальное знание? Боги с небес, летающие ладьи и звездные дороги. Ну все, у нас уже целый сюжет для научной фантастики. Но на этом история не заканчивается. Пора взглянуть на реальные артефакты, которые заставляют нас почесать голову. Как и зачем, а самое главное, кто это сделал. Древний Египет полон артефактов, которые трудно объяснить. Например, известная лампа из Дендеры – это барельеф, найденный в храме Хатхор, который выглядит как устройство, напоминающее современную лампу. У египтян не было электричества, так как они могли создать нечто подобное. Еще один пример – изображение летающих объектов, которые можно найти в храме Сети I в Абидосе. На барельефах видны фигуры, похожие на вертолеты, самолеты и даже подводные лодки. Совпадение?
Или следы технологий, оставленных внеземными цивилизациями? А как насчет старинных карт звездного неба, созданных египтянами? Их точность поражает. Знания о звездах и созвездиях, которые были у египтян, могли прийти только из наблюдений, доступных далеко за пределами Земли. Такое ощущение, что у египтян был свой Google с функцией астрономических карт. Но серьезно, давайте представим, как могла выглядеть встреча египтян с пришельцами. Если бы это произошло, то это явно была бы самая эпичная коллаборация в истории. Давайте представим, ночь в пустыне. Египтяне смотрят на звезды, когда внезапно яркий свет пронзает небо. Светящийся объект опускается на землю, и из него выходят фигуры, напоминающие богов. Египтяне, не понимая, что перед ними, воспринимают их как божественных посланников. Возможно, эти существа передали египтянам знания, как строить пирамиды, как ориентироваться по звездам и даже как записывать свою историю. Это объяснило бы невероятный скачок в развитии египетской цивилизации. А что если пришельцы ушли, потому что у них закончился отпуск? Или египтяне перестали делать вкусный хлеб? На самом деле, причины их исчезновения могут быть куда интереснее. Но если контакт действительно был, почему пришельцы ушли? Есть несколько теорий. Первое, они выполнили свою миссию и передали человечеству необходимые знания. Вторая, они поняли, что мы еще не готовы к более глубокому контакту. И третье, может быть, они просто наблюдают за нами издалека. И интересно, что многие древние культуры, включая египтян, верили, что их боги однажды вернутся. Возможно, они ждали следующего визита своих небесных наставников. Судя по всему, пришельцы либо обиделись, либо ушли в режим невидимости. Но современные наблюдения за НЛО намекают, что они, возможно, все еще тут. Сегодня мы все еще ищем ответы на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Современные наблюдения за НЛО иногда удивительно похожи на описания в мифах древних египтян. Возможно, пришельцы никуда не исчезали, а просто скрываются от нас, пока мы не будем готовы понять их. Что, если весь прогресс человечества – это результат встречи древних цивилизаций с гостями из космоса? А что, если эти встречи могут повториться? Возможно, ответы скрыты в пирамидах, которые мы еще не до конца разгадали. Древний Египет – это ключ к тайнам прошлого. Но мог ли он быть также ключом к нашему будущему? Были ли у египтян контакты с пришельцами? Мы никогда не узнаем наверняка. Но одно можно сказать точно – вопросы остаются, а исследования продолжаются. А что думаете вы? Верите ли вы в теорию о том, что египтяне могли встретить пришельцев? Оставляйте свои мысли в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать больше о древних тайнах и загадках Вселенной.